Доброе утро, ребята. Кто самый внимательный уже заметил, что у меня другие штаны с красными слонами. Почему? Потому что пока я лазила по джунглям, я порвала свои штаны. ну да ладно. Прямо сейчас я отправляюсь на завтрак. И сейчас я буду вам показывать, где я обычно завтракаю, чем я обычно завтракаю, сколько это стоит. В общем, одна из крутых вещей, то, что мое любимое место для завтрака находится прямо возле моего отеля. Вот мой отель. И вот мое место любимое для завтрака. И еще крутая вещь, которой я еще ни разу пока не воспользовалась, это то, что здесь массаж за $5. Вообще можно найти и за $1. И вот это место, где я обычно сижу, около бассейна. Цены. Кофе стоит 50 центов. Все около $1 или чуть-чуть больше. Полноценный завтрак стоит $1.50. Дальше $2, $2. Мой завтрак я обычно отдаю $3.50. Креветки, овощи, рисовая бумага. Вот это такое масло с какими-то специями, насколько я поняла. В Камбодже можно расплачиваться долларами. Доллар ходит как местная валюта, несмотря на то, что у них есть своя местная валюта. Но тебе могут дать сдачу в местной валюте. Ну вот, как я и говорила, мне принесли наполовину в местной валюте, наполовину в долларах. Раз, два, три, четыре. Это $1. Вот это вот у нас $6. Ну а дальше все просто. Я богачка, куча бумаги. Теперь идем заниматься йогой. Йога-мата у меня нету, поэтому что я делаю? Я занимаюсь прямо на полу. Это упражнение для пресса. Я беру вот эту подстилку с этого прекрасного кресла, кстати, очень удобно. А что поделать? No excuse. Меня многие из вас, ребята, спрашивают, как типа добиться рельефа на прессе. Я уже месяца 4 вообще без зала, и я держусь только вот на вот этой йоге. И выглядит все со стороны очень просто, потому что девочка, которая ее делает, маленькая хрупкая блондиночка, и тебе кажется, что все будет очень просто. В итоге посмотрите на меня. Я занималась только 15 минут, и я истекаю потом. Просто я вся мокрая. Вау! Если вы хотите только пресс, то я сделала видео со своими любимыми упражнениями на пресс. Я тоже оставлю ссылку в описании. Но да, время душа, потому что... Я, Юля и Дима едем смотреть на закат. Закат на каком-то холме, горе. Я точно не уверена. Я думаю, я расскажу вам еще позже, потому что сейчас мне нужно бежать. Смотрите, как Дима готовится к, можно сказать, к прямому эфиру. Так ведущие на белорусском телевидении готовят. Смотрите, все микрофоны, все дела. Раз-раз. Аккумуляторы. Профессиональный канал, работает профессиональная команда. Hello. I'm Alice. Nice to meet you. Детки милые, забавные, обычные дети. Потом они стали просить деньги. Я не поняла, что они хотят. Я думала, они хотят еды, а у меня нет с собой еды. Что, кстати, странно для меня. А Дима и Юля перевели мне, что они просят деньги, что им не надо давать. А я не научная опытом. Мне хочется дать денег. Тяжелая сторона путешествия по бедной Азии и, в принципе, по бедным странам — это не поддаваться вот на такие просьбы, потому что мне хочется давать.
Здравствуйте, с вами на связи Элис, эксперт в мире пакования вещей и переездов, потому что я снова переезжаю. Я уже не могу дождаться, когда я приеду на Филиппины и просто наконец-то осяду и разложу свои вещи. И это будет на длительный срок, я надеюсь. И не будет такого, что я только разложилась, только привыкла к месту и снова переезжать. И знать, что вот теперь это мой дом, и есть место, которое я могу называть домом. Это так важно. И, наверное, понимаешь это, когда переезжаешь так же часто, как и я. Через пару часов у меня самолет в столицу Камбоджи, Пномпень. Неизвестно, сколько я там буду. Послезавтра я буду подаваться на визу на Филиппины, чтобы поехать к Тиму. Пока официальной информации о том, что я могу податься, о том, что посольство снова работает, и о том, что я получу визы, нет. Поэтому я очень сильно переживаю и крещу пальцы, и собираю чемоданы в надежде, что мне не придется их раскладывать, потому что вскоре я получу визу и увижу Тима. У-у-у! Я собой так горда, вы просто себе представить не можете. Взяла и сама себе вызвала тук-тук. И сейчас еду на тук-туке, как опытная прошаренная путешественница. Обратите сейчас внимание на движение. Полосы здесь просто отсутствуют. Я в шоке. Я только что въехала в свою новую комнату. По сравнению с Сием Рипом, Пномпень — это столица, и это прям город, и здесь жизнь кипит, и движение. Я никогда в жизни не видела ничего более сумасшедшего. Я не знаю, что было страшнее: поездка на байках по лесу и бездорожью, или поездка на вот этом тук-туке от аэропорта до моего отеля. Это было просто жесть. Мы 2 раза приезжали на неправильный адрес, здесь очень странно работают карты. Anyway, давайте покажу вам свой номер, где я буду жить. Надеюсь, что недолго. Ну, во-первых, вот такая картина немножко меня пугает, ну да ладно. Вот такая кровать, это пол, познакомьтесь. Телевизор, кондиционер, балкон. На балконе у меня стоят вот такие стульчики, видно, ну, такие немножко трущобы. И вот там вот речка. Самое главное, по которой обычно все прогуливаются, это местная достопримечательность, поэтому мне, наверное, даже повезло. Должна сказать, комната довольно маленькая, но, в принципе, уютно, и в ней все есть. Самое главное, что здесь на 4-м этаже есть бассейн, и на 3-м этаже кафе-ресторан. И мне даже дали купон на бесплатный коктейль. Ну, как бы нормально. Вот так вот выглядит бар на этаже, где я живу. Здесь вот такой вот вид. В принципе, у меня точно такой же вид из номера открывается. А вот так выглядит бассейн на крыше моего отеля. Такой он небольшой, но зато с очень красивым видом. И здесь, я так понимаю, тоже типа бар. И вот такая красивая крыша. Рассказываю вам историю. Вчера снимала для вас видео на крыше своего отеля. Там, кстати, возможно, даже в кадры попали ребята, которые сидели и пили там коктейли. Ну и, в общем, я стою, что-то смотрю на вид, и ко мне подходит один из этих ребят. Судя по акценту, они все из Англии. И такой говорит: а мы завтра в 10 утра едем на тук-туках на какой-то трип смотреть город. И я такая: вау, круто, класс, супер, вообще пушка, бомба, класс, я еду с вами. Он такой: да, супер, класс. Вот наступает утро, и что-то мне так лень, пацаны, так лень. Я бы лучше влог для вас монтировала. Я монтирую его уже неделю, и что-то он как-то не монтируется. Понимаете? Я уверена, что вы понимаете. Но, и помните, я вам в одном из своих видосов 22 совета на 2022 год говорила, что в выборе идти или не идти нужно выбирать идти, да? Помните, я это говорила? Что я ни разу не пожалела, когда я выбирала людей, а не компьютер и дом. Теперь мне приходится отвечать за свои слова, и придется мне идти, потому что я же вам сказала, что так всегда веселее получается. Не хочу. Мне сказали, что мне нужно быть супер-мега осторожной с моей камерой, ребята, так что я держу ее 2 руками, чтобы вы понимали. Пришли мы на русский рынок. Он называется русский, хотя на самом деле ничего русского здесь нет. Просто так исторически сложилось. Выглядит как обычный рынок.
общем, это просто гигантский рынок, где продается абсолютно все. И он просто больше похож на лабиринт, потому что я без понятия, где мы зашли и где мы сейчас выйдем. Но здесь же продаются фейковые деньги. Здесь продается абсолютно все. Я знаю, что таких полным-полно на Алиэкспресс, но я не выдержала и купила за $3 якобы чистый кварц. Я очень сомневаюсь, что это прям настоящий камень, но я довольна. Скажите, нравится вам, не нравится? Пишите в комментарии. Мне нравится. Наш прекрасный экскурсионный автобус привез нас на следующую точку. У меня выжигаются глаза, я не могу смотреть в камеру. Это монумент независимости Камбоджи. Это все, что я знаю про это место. Выглядит вот так. Теперь я держу этот монумент на ладошке. В принципе, больше здесь делать нечего. Опа! Сеул Спа! Да, вот это меня впечатлило больше. И какой-то чел. Вот это то, что ты получаешь, когда ты не платишь за полноценную экскурсию, а просто платишь тук-тук драйверу для того, чтобы он привез тебя на все достопримечательности. Ты просто приезжаешь, видишь их, фоткаешься, говоришь «прикольно» и уезжаешь. Ребята, мы только что узнали, что это статуя короля. Следующая остановка — Национальный музей. Выглядит просто потрясающе. Входной билет обошелся нам в $10, что к мерзким меркам, должна сказать, довольно дорого. Будем надеяться, что оно того стоит. Пока что выглядит круто. Что должна сказать? Это не стоит своих денег официально. Если вы будете по какой-то причине в Камбодже, не стоит посещать этот музей. Снаружи он выглядит намного прикольнее, чем внутри. Внутри особо не на что смотреть. В принципе, само по себе здание прикольное. Если вам больше заняться нечем и некуда потратить $10, что я сомневаюсь, можете сюда прийти. Последнее место в нашем маршруте — это вот эта пагода, или по-другому храм